Если вы не посмотрите этот видос до конца, то вы ничего не узнаете и много потеряете. 2,5 месяца работы с нашим клиентом, который купил у нас огромное количество автомобилей. 2,5 месяца изучения его логистической задачи и подбора наиболее оптимального варианта грузового шасси и палета вместимости. На выходе согласование бюджета автомобиля чуть больше 10 миллионов рублей. Выбор в пользу шасси МАН – топчик. Выбор в пользу фургона завода Техпро – топчик. И выбор в пользу холодильного оборудования марки Thermo-King – топчик, топчик, топчик. На выходе полнокомплектный рефрижератор для перевозки 40 евро палет, грузоподъемностью 13 тонн. Температурный режим вообще любой с автономным холодильником Thermo-King в интервале от плюс 15 до минус 20. Это все, что сейчас мы вам расскажем и покажем. Немецкий концерн MAN всем давным-давно хорошо известен и зарекомендовал себя с положительной стороны. В нашу страну MAN поставляет 3 модификации в виде шасси, а также огромное количество вариаций в виде тягачей. Самый маленький модельный ряд, который в ходу у нас в стране, это модельный ряд TGL. У него полная масса 12 тонн, разное количество вариаций длины надстроек, комплектаций, а также двигателей. Средний модельный ряд TGM, он бывает с полной массой как 12 тонн, 15 тонн, так и 18 тонн. Отличает его от TGL это увеличенные колеса. И самый старший брат это модельный ряд TGS, который идет в исполнении 3 осей, большое количество вариаций шасси и комплектаций кабин. Ту, которую мы взяли за основу, мы вам сейчас про нее подробно и расскажем. Полное наименование нашей модификации шасси таково: MAN TGS 28.400 6 на 2 на 2 BL. Что означает MAN? Производитель, модельный ряд TGS, у которого 3 оси, 28 полная масса, 28 тонн, 400 это индекс мощности двигателя, в нашем случае 400 лошадиных сил, 6 на 2 на 2. Привод на задние колеса, одна ось ведущая, вторая ось ленивец. BL это обозначение задней пневмоподвески оси. В процессе перебора доступных вариантов по шасси нам попалось в наличие одно очень интересное шасси MAN TGS 28400 с кабиной красного цвета. Как мне сказали ребята, это одно из немногих оставшихся шасси, которые имеют у себя в парке такая компания, как Магнит. Знакомый цвет, да, ребят? Большое количество вариаций по кабинам вам предоставляет возможность выбора и индивидуально под вас. Тот вариант кабины, который достался нам, как никогда лучше подходит для застройки полнокомплектного рефрижератора. Потому что у нас есть возможность иметь одно спальное место, кабина низкая, и при этом холодильное оборудование мы сюда установили без специального выреза в фургоне, без потери внутреннего объема и потери функционала откидывания кабины. Это очень важный момент. Вкратце про наше базовое шасси. 22 колеса спереди и сзади. По левой стороне рамы у нас располагается глушитель. Заводская красивая боковая защита. Здесь у нас аккумуляторный ящик, выключатель массы, 3 огромных ресивера тормозной системы. Тормозная система у нас пневматическая. Полноразмерная запаска, которая тоже располагается с левой стороны. 2 наши оси, одна из которых подъемная. Самое что интересное, попадаются экземпляры, у которых подъемная задняя ось бывает односкатная. В нашем случае задняя подъемная ось двухскатная. Наша задняя подвеска, она на пневме, имеет стабилизатор поперечной устойчивости, тормоза, блокировку дифференциала и датчик нагрузки на ось. Это очень важная опция, чтобы вы могли контролировать
когда вам загрузили внутреннее пространство, вы можете понимать, есть ли у вас перегруз по осям, будут пробивать оси у вас на весах или не будет. Это очень важная и полезная штука. С правой стороны нашей рамы располагается топливный бак. Алюминиевый. Его объем 490 литров. У него запираемая нормальная горловина на ключ. Крышка горловины. Наш бак соединен вместе с баком для AdBlue. Его объем 75 литров и горловина, крышка горловины точно так же запирается на замочек. Все сделано по уму. По правой стороне у нас больше ничего полезного не располагается, за исключением ящика с электрооборудованием, который установил завод Техпро при сборке полнокомплектного автомобиля. В нем располагаются основные элементы электрооборудования, которые могут выходить из строя: предохранители, соединения. То есть это эксплуатационный блок электрики нашего фургона. В стандартной комплектации нашего конкретного шасси также помимо боковой защиты имеется и задний противоподкатный брус вот такой цилиндрической формы. Стоит отдельно отметить, что в исполнении этого шасси присутствует также специальная усиленная балка под установку сюда фаркопа, а также пневмоэлектровыводы под АБС и электрику и пневматику вашего возможного прицепа. Таким образом, это конкретное шасси предполагает еще эксплуатацию помимо одиночки, еще и прицепа. То есть в составе автопоезда. Поэтому эта опция здесь была изначально, от нее отказаться было невозможно, она остается в виде приятного бонуса. И если вдруг клиент наш захочет эксплуатировать автомобиль в составе автопоезда, ему будет достаточно поставить только здесь фаркоп, купить прицеп, и вуаля, у него паровоз. Самое время отправиться внутрь кабины и посмотреть, что там есть интересного. По традиции для автомобиля такого класса угол открытия дверей составляет почти 90 градусов. Здесь 3 ступеньки, 2 удобных поручня для доступа внутрь кабины. Кабины такого класса, у которых есть хотя бы одно спальное место, имеют с левой и с правой стороны специальные карманы, куда можно загружать какой-то инструмент, полезные вещи, которые необходимы вам в дороге. Мы в данном случае сюда положили противооткатные башмаки, потому что изначально они располагаются на раме, но их могут, если что, и украсть. Поэтому мы их расположили здесь. Рядом с сиденьем с левой стороны располагается пульт управления задней пневмоподвеской. Пульт стандартный, всем уже давным-давно знаком. Вы можете в автоматическом режиме поднимать и отпускать заднюю ось, уровень пола регулировать под пандус, например. Вы можете выставить транспортное положение или сбросить все настройки и выбрать заводское исполнение. Все здесь продумано, выдвигается, чтобы вы могли отойти, например, там на метр и видите уровень пандуса. Выполнили задачу, положили пульт обратно и дальше. Наше пневмоводительское сиденье имеет большое количество регулировок. Подлокотник слева, справа. Форма выполнена анатомическая, хорошая боковая поддержка. Рулевая колонка здесь регулируемая в 2 направлениях. Вы можете подстроить под себя, как вам это будет удобно. С левой стороны от руля располагаются органы управления светом, габариты, ближний свет, корректор фар и крышечка, за которой прячется разъем OBD для диагностирования автомобиля, подключения разъема. Руль у нас без функции мульти. Соответственно, на автомобиле также дополнительно установлен круиз-контроль, что очень важно для дальних поездок. Если вам надоел вид сбоку, пошли его. Надо отдать должное инженерам компании MAN. Все продумано до мелочей. Специальная кнопка, которая позволит вам отрегулировать руль. Перед вами огромный щиток приборов, который включает в себя уровень топлива, температуру охлаждающей жидкости, тахометр, простите, пожалуйста, спидометр и
давление в ресиверах первого и второго контура, а также большое количество контрольных лампочек и окно системы бортового компьютера. С правой стороны у нас в базовой комплектации вы можете видеть штатная магнитола. Она у нас радио только дает возможность подключения под флешку. Я не вижу, вот это только единственный разъем может быть под microSD флешечку. В штатной комплектации у нас есть кондиционер, орган управления которого располагается вот здесь. Также у нас есть система, так как кабина с одним спальным местом, то, как правило, идет комплектация с кондиционером и с штатным независимым воздушным отопителем. В народе его называют фен. Марки Eberspächer мощностью 4 киловатта, для того, чтобы вы могли спать и поддерживать здесь положительную температуру, когда на улице зима. Такие приятные мелочи, как подстаканники. Возможно, это для пепельницы. Сейчас дует. Такие вещи. Пепельница, но сюда можно и поставить какой-то, ну я понял, можно и даже поставить сюда кофе, какой-то напиток. Вот. Это все ставится в это место и фиксируется. Для пассажира есть точно такая же штучка. Надо, поставили, не надо, убрали. Пепельница или кофе, или все что угодно вы сюда можете поставить. Значит, огромное количество вспомогательных кнопок установлено здесь, и плюс такое же огромное количество заглушек, чтобы вы не врезали какие-то вот, если вы устанавливаете дополнительные какие-то элементы, чтобы вы не нарушали эстетику, а пользовались вот этими заглушками, в них делали. Соответственно, у нас здесь система принудительного отключения курсовой устойчивости, блокировка дифференциала, подъем оси. Здесь, значит, есть кнопочка, которая позволяет вам при нажатии закрывать заслонку и увеличивать обороты и прогревать двигатель. Специальная кнопка выведена для того, чтобы, если вы установите гидроборд, вы могли включать этот гидроборд и выключать. Прикуриватель. Вот такой огромный кармашек. И огромное количество кнопок. В стандартной комплектации, естественно, центральный замок, электрозеркала, электростеклоподъемники, обогрев боковых зеркал заднего вида. Господа, я извиняюсь, здесь было вот сразу не замечено, но есть два разъема. Один под флешечку, второй под наушники. Поэтому наша система, помимо проигрывания радио, позволяет вам возможность проигрывать музыку с вашей флешечки. В самом ближайшем доступе у водителя располагается пульт управления холодильной установкой Thermo King. Вот в этом месте. А также еще один отряд из 9 кнопочек и заглушечек, которые можно приспособить. Одна действующая кнопка – это включение освещения внутри фургона. И две кнопки, смысл которых я не знаю. Ребят, если вы знаете, я не претендую на полное знание, но если вы знаете, что значит вот эти две кнопочки, напишите, пожалуйста, в комментариях под видео. Для водителя и пассажира есть специальное плафонное освещение, основной свет. Для какой-то чтения карты аккуратный свет. И если вам, например, ярко светит солнце, вы можете его таким образом закрыть. Такие солнцезащитные шторки. Мы привыкли обычно к козырькам, а здесь шторки для водителя и для... Ах ты, хер дотянешься. Вот так мы сделаем. И для пассажира. Хлоп, фокус удался. Кнопочку нажали. Так, в штатной комплектации есть еще здесь люк. Вот он такой, смотрите. Выставили нужное вам положение. Если что, закрыли. Вот таким образом. И у вас все спрятано. Итак, силовая установка на нашем автомобиле. Двигатель мощностью 400 лошадиных сил, рабочим объемом 10,5 литров. Турбированный, дизельный, класса Евро-5 с крутящим моментом 1900 ньютон-метров. С ним в паре работает механическая, но доступна и автоматическая коробка переключения передач марки ZF 16-ступенчатая с делителем. Поэтому тот, кто на таких автомобилях ездил, знает, что это такое. К нему
к этому рычагу, к этой системе требуется определенное время для привыкания, но потом, как вы привыкнете и разберетесь, проблем никаких у вас составлять не будет. Привод по традиции, конечно же, задний. Бывают модификации и полноприводные. Опять же, это если вы куда-то в условиях крайнего севера такую машину собираете, то можно брать полный привод и арктическое утепленное исполнение кабины. Значит, по внутреннему исполнению давайте с вами нырнем на спальное место. Спальник здесь достаточно большой, широкий, удобный, алюминиевый каркас и матрас. Вот в таком виде. Есть вариации кабин с двумя спальными местами. Кабина называется высокая. Но если бы мы взяли за основу кабину с двумя спальными местами, то мы бы не смогли полноценно установить холодильное оборудование. И был бы огромный вырез в передней стенке, называемая ступенька, чтобы просто отодвинуть холодильное оборудование и иметь возможность откидывания нашей кабины. Так что имейте это в виду. Для того, чтобы иметь возможность почитать во время стоянки, во время отдыха, здесь есть плафон освещения. Так, есть специальные, значит, у нас крючки для того, чтобы вешать одежду. Это какие-то декоративные заглушки. Ух. Господа, место навалом. Вот я сдвинулся и уперся ногами в эту стенку. Что ты мои носки снимаешь? Вот, лег, мой рост 185 сантиметров, еще порядка 20 сантиметров, 20, наверное, 5 есть от головы до передней стенки, поэтому ваше размещение здесь будет вполне себе комфортным, ну, по сравнению, конечно, с машинами, там, китайцами, корейцами. Спальник здесь, конечно, в разы больше и лучше. Вот в попытках понять, что это такое, господа, тоже обращаюсь к нашей аудитории, подскажите, пожалуйста, и напишите в комментариях, вас шмахан заабан. Что это такое? Для чего нужна эта приблуда? Вот, больше здесь каких-то вещей, о которых стоит сказать, нету. Ну вот все хорошо, красиво. Но это МАН, ребят. Это МАН. Здесь круто, классно, удобно, продумано. И все, что для счастья надо, есть. Вот, даже шторку задвинули и вот так вот прицепили. С правой стороны кабины в нашем потайном кармашке прячется инструмент. Тут куча всяких баллонников, ключей, домкратов, шланг подкачки. Смотрите, какой крутой, ничего себе. Для подкачки колес с манометром, со всеми делами. Ну вот, что значит покупать нормальную машину. Смотрите, ребят, даже щетки есть. Даже есть щетки, протирать окна, сгонять воду и протирать на сухую. И даже есть скребок для льда. Такой набор только, ну, примерно похожий, наверное, есть у китайцев. Похоже по обилию количества инструмента. Потому что у китайцев этого инструмента просто нереальное количество. Но дай бог, конечно, чтобы это не по причине того, что он как бы там сразу поломается, и его придется ремонтировать тем инструментом. Смотрите, значит, телескопическая палочка, куда вы как раз вот и вставляете скребочки наши, вот эти, которые защелки. Ты понимаешь, все продумано, все, вот кнопочки, защелочки, удлинители, раз. Эх, как приятно, когда все продумано. Буксировочные крючки, баллоники. Короче, полный зип. Самое время, ребят, посмотреть теперь второй цинус нашего проекта. Это вторая составляющая нашего проекта. Это изотермический фургон производства завода Техпро. Завод Техпро по нашей просьбе помог нам рассчитать и расчертить кузов, который идеально вписался на это шасси. Изначально наше шасси было на его длину было предусмотрена установка фургона на 22 европалета длиной 9,2 метра. Мы, когда начали расчерчивать фургон, нашу конструкцию и холодильную установку в специальной программе в компьютере, то мы обнаружили, что у нас будет перегруз задней оси при такой длине и разгруз передней оси. Поэтому
Грузоподъемность в случае, если бы фургон был бы длиной 9,2 метра, составляла бы полезная грузоподъемность 9 тонн. Соответственно, мы этот момент не могли себе позволить. Примечательно, что в индексе полной массы 28 тонн, мы сначала, когда взяли это шасси, обрадовались, что нарисуем в ПТСе полную массу 28 тонн, и все будут счастливы, все будут довольны, будет грузоподъемность там порядка 15-18 тонн, ну, за вычетом массы будки, и все, супер тачка будет с огромной грузоподъемностью. Но наш партнер Алексей Ивушкин, когда вводил нас в курс дела, сообщил о том, что по категории М2 полная масса транспортного средства не может превышать 25 тонн. То есть, если бы мы напечатали ПТС с полной массой 25 тонн, то была бы задница полная. Такие машины с такой полной массой относятся к категории специальных транспортных средств, на которые на каждый выезд на дороге общего пользования мы были бы вынуждены делать пропуск на каждый выезд. Мы чуть не впоролись с полной массой, и слава богу, что нам Алексей Ивушкин подсказал, что максимум нужно печатать в ПТСе 25 тонн. Поэтому, ребят, не забывайте о этом важном нюансе, на который мы чуть было не попались. Далее, когда мы расчерчивали этот фургон, то у нас получалось, что наиболее оптимально, с учетом автономного холодильного агрегата, на эту раму устанавливать кузов длиной 8,40. То есть по вместимости по полу у нас получилось 20 евро-палет. То есть габаритная длина нашего кузова 8400. Нам пришлось даже укорачивать раму. То есть снимали все узлы, отрезали и собирали заднюю часть рамы обратно. Таким образом, габаритные размеры нашего фургона: длина 8,40, ширина 2,600, высота 2,700. Общая высота рамы, подрамника и фургона не превышает габариты 4 метров. То есть мы везде вписываемся. Поэтому, если брать в пересчете, то наши габариты таковы: 8,40, 2,600 на 2,700. Объем по внешним габаритам 59 кубов. Внутренний объем порядка 52 кубов. 50-52 кубов чистого полезного объема. Такая высота фургона еще обусловлена тем, что мы ставили сюда мощнейшую холодильную установку для поддержания температурного режима минус 20. Thermo-King T1400. Так вот, с учетом ее габаритов, с учетом весовых характеристик и с учетом необходимости сохранить опрокидывание кабины для обслуживания автомобиля и моего огромного желания не делать в передней стенке специальную ступеньку для холодильной установки, которая ведет к потере внутреннего объема, у нас получилось вот это. Завод Техпро в основном изготавливает фургоны в комплектации люкс. Это обозначает, что у вас пластиковая обшивка снаружи фургона и внутри, алюминиевая, красивенькая, белая обрамление фургона снаружи, задняя рамка, портал так называемый дверей, нержавейка, фурнитура дверей запираемая, то же самое нержавеющая. На машины такого класса, как правило, ставят на каждую дверь по 2 штанги, потому что двери огромные, высокие и толстые. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Уплотнители дверей пятилепестковые, то есть все грамотно продумано и сделано. Для удобного доступа внутрь фургона на заводе была установлена специальная лесенка. Здесь же поручень из нержавеющей стали. Поднимаемся и видим тот весь самый цинус, о котором мы говорили. Сейчас я чуть-чуть подниму. Так, ну что, друзья, значит, самое интересное, что у нас здесь. Настил пола, противоскользящее покрытие пластиковое со специальной крошкой. То, о чем мы говорили, 40 евро-палет наших помещается здесь таким образом, что первый ярус дает вам возможность расположить по полу 20 евро-палет. Наша внутренняя высота порядка 2,5 метров полезной высоты от пола до потолка, если вы используете это в классическом исполнении. Но после проработки с нашим заказчиком и вот
необходимости размещения большего количества палет в угоду современного тренда палетизации одна позиция, один палет, мы здесь проработали и установили нашу конструкцию, которая позволяет нам поставить, если что, вторым ярусом еще 20 евро палет. Залезайте, будем смотреть. Опа! Так вот, господа, вам знакомый Дмитрий Саныгин, руководитель отдела логистики и транспорта компании Corona Food, с которым мы 2,5 месяца согласовывали, делали, готовили все это хозяйство. Ныряем сюда. Итак, господа, смотрите, значит, как происходит процесс погрузки. Из-за внутреннего блока нашего холодильной установки мы здесь предусмотрели 2 палета поперек. Дальше ряд начинается, где ставится в один ряд 3 палета в длину. 1, 2, 3. Соответственно, если ваши палеты невысокие, вы опускаете балочку. 1, 2. 3. Опускайте балочку на нужный уровень. 1. 1. Опускайте балочку 2. Например, вот так. И ставите сюда 3 палета. Для того, чтобы эти палеты, верхний ярус у вас не кувыркнулся вперед, предусмотрена специальная ограничительная распорка, которая ставится в ту же самую такелажную рейку вот в эти места. Далее, если ваши палеты также, опять же, высокие, вы просто дальше продолжаете их ставить до нужного уровня. Приехали, разгрузились, потолок... Эта система вам не нужна, которая называется допельштоки. Господа, система 2 яруса называется допельштоки. Не надо. Убрали под потолок. И все. И подтягивайтесь. Водителю тут, если что там... Водитель всегда будет в тонусе. Так вот, господа, таким образом вы получаете гораздо больший функционал и возможность перевозить большее количество палетов. Потому что есть современный тренд, да, Дмитрий не даст соврать, 1 позиция, 1 палет. Не хотят они там пересчитывать, вот, дайте нам 1 палет и все. Таким образом, можно здесь нагрузить гораздо больше палет и перевести. Верно? Верно. Я виноват. Господа, одна маленькая поправочка. Первый ряд палетов, который у нас очень неудобен и теряется из-за внутреннего испарительного блока нашей холодильной установки, предполагает установку 2 внизу и 2 наверху. Но из-за небольшой высоты вот этого пространства у нас фактически получается 38 палет, а не 40. То есть 20 по полу, 18 на 2 ярусе. Поэтому, если вам все-таки принципиально, то мы для вас конструкцию здесь предусмотрим, направляющих, по которым ездит вот балка. И, соответственно, здесь также у вас будет 2 палета. Но это не очень хорошо с точки зрения вентиляции кузова. Самое интересное, что расчетная нагрузка на нашу балку, на каждую составляет 1 тонна. Когда вы 2 опускаете балки, соответственно, в вашем распоряжении грузоподъемность 2 яруса до 2 тонн. Таким образом, ваш палет может быть весом примерно около 600 килограмм. Имейте это в виду. Лента светодиодного освещения на всю длину фургона позволит вам проводить погрузку-разгрузку в условиях недостаточной освещенности. Третья составляющая нашего проекта – это мощнейшая холодильно-отопительная автономная холодильная установка марки Thermo King, модель T1300, T1000R30. 1000 – это модель, R30 – это модификация. Есть модель R30 – обозначение работы на охлаждение и на обогрев, R50 – это еще и работа от стояночной секции. Нашему клиенту такая была не нужна, поэтому мы взяли модель T1000R30. Модель T1000 была выбрана по принципу продува.
Так как длина нашего фургона составляет почти 8,5 метров, очень важно выбрать холодильный агрегат, который продует всю эту длину и обеспечит нужную мощность для достижения температурного режима минус 20 градусов. Поэтому именно Thermo King, именно T1000. Вот как раз из этих всех трех важных составляющих у нас и получился мощнейший полнокомплектный рефрижератор на базе MAN. Что мы имеем в сухом остатке? Базовое шасси MAN TGS 28400. Одно спальное место, трехосник, задняя ось с ленивцем, 28 тонн полная масса, которую мы конвертировали в 25, иначе нельзя, 400 лошадиных сил. Мотор объемом 10,5 литров, мощностью 400 лошадей, крутящий момент 1900 ньютон-метров. 16-ступенчатая коробка переключения передач ZF с делителем с понижающими передачами. На шасси мы установили изотермический фургон завода Техпро, который по внешним габаритам, значит, у нас 59 кубов, по внутренним габаритам около 50. Внутри фургона установлена система двухъярусного пола, которая позволяет вам перевозить в 2 раза больше палет, чем вы изначально предполагает этот объем по полу. Мощнейшая холодильная установка Thermo King T1000. Работает как на охлаждение, так и на обогрев, автономная и очень мощная на данном объеме. Все это хозяйство было изготовлено в четких требованиях нашего заказчика и будет передано сегодня Дмитрию. Вот он уже, этот автомобиль, заждался. Стоимость нашего проекта составляет 10 миллионов 200 тысяч рублей. Полезная грузоподъемность нашего автомобиля по документам, по ПТС реальная 13 тонн 100 килограмм. Если вы хотите, чтобы мы и для вас подготовили что-то похожее, обращайтесь к нам, мы с удовольствием это сделаем. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал. Пока!